Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Несмотря на то, что за окном последние числа августа, я уже начала готовиться к Новому году. Следующий год – год тигра, и именно его я и предлагаю сегодня сделать. Игрушки выполнены в технике грунтованный текстиль и источают очень приятный аромат ванили, корицы и кофе. Тигрята получились весьма милыми и уютными. Делаются они несложно и достаточно быстро. Ну что, приступим к работе. В первую очередь нам понадобится натуральная плотная однотонная ткань, например, бязь, лен или хлопок. Такие ткани лучше впитывают кофейный раствор и дольше сохраняют аромат. Но можно взять и синтетическую ткань. Главное, чтобы она была достаточно плотной и не стрейч. Отрез ткани нужного размера складываем пополам и желательно проглаживаем утюгом. Распечатываем шаблон, который вы, как всегда, найдете в описании под этим видео, вырезаем его и переносим на ткань. Отмечаем место для выворачивания игрушки. И не забываем сделать из шнурочка или веревочки петельку для подвеса тигра. Ее мы помещаем внутрь кончиками вверх, чтобы после выворачивания игрушки она приняла правильное положение. Дальше необходимо сшить заготовку игрушки. Я сшиваю вручную, но, конечно же, можно воспользоваться и машинкой. Здесь уж кому как удобнее. И вырезаем, отступая от шва примерно 5-7 мм. Чтобы тигр после выворачивания не сборился и не морщился в выпуклых местах и углублениях, его нужно вырезать ножницами зигзаг или сделать надрезы на припусках. Обязательно сделайте надрезы во всех изгибах, остальные надрезы по желанию. Теперь через нижнее непрошитое отверстие выворачиваем игрушку. Дальше нам понадобится синтепух или холофайбер для набивки тигренка. Можно использовать и вату, но с ней игрушка получится чуть тяжелее по весу. Аккуратно набиваем тигра наполнителем, стараясь, чтобы он был набит равномерно во всех местах, и избегайте бугристости. После того, как игрушка будет полностью наполнена, зашиваем отверстие потайным или любым другим швом. Можно оставить тигра и таким, но я решила добавить немного рельефа. То есть я хочу выделить носик и хвостик. Для этого намечаю простым карандашом контур носа и делаю утяжку. Ввожу нить и немного стягиваю левую и правую сторону носика. Старайтесь иглой вытягивать наполнитель в нос, чтобы он получился плотненьким. Утяжку делаем сверху вниз, а внизу делаем двумя стежками галочку, чтобы получился кончик носика. Хвост делаем аналогично. Теперь займемся ароматической пропиткой. Для ее приготовления нам понадобится любой растворимый кофе, ванилин, корица, клей ПВА, вода и стаканчики. Насыпаем в один стаканчик 2 столовые ложки растворимого кофе.
Сюда же добавляем 1 пакетик ванилина, у меня он весом 2 грамма, и добавляем пол столовой ложки корицы. Заливаем все это 8 столовыми ложками горячей воды и как следует перемешиваем. Использовать нужно именно горячую воду, чтобы компоненты растворились и раскрылся их аромат. Во второй стаканчик наливаем 3 столовые ложки холодной воды и добавляем сюда же 2 столовые ложки клея ПВА. И все как следует перемешиваем. В этот раз нужно использовать именно холодную воду, чтобы клей не свернулся. А теперь нам нужно объединить две смеси. Я переливаю их в другую емкость, но можно просто добавить разведенный ПВА к кофейной пропитке и как следует перемешать, чтобы все компоненты соединились друг с другом. И, кстати, в процессе покраски заготовок периодически перемешивайте смесь, так как клей постепенно будет оседать на дно. Берем заготовку тигра и покрываем ее смесью со всех сторон. Смесь лучше наносить плоской жесткой кистью. И особое внимание уделяйте швам. Вся игрушка должна пропитаться и прокраситься равномерно со всех сторон. Берем крючок или делаем его из обычной проволоки, подвешиваем на него тигра и отправляем на просушку. Я советую запекать такие игрушки в духовке 5-7 минут при температуре 180 градусов с приоткрытой дверцей. Тигра можно пропитать один раз, но я хочу, чтобы игрушка стала чуть жестче и еще ароматнее. Поэтому наношу еще один слой пропитки и снова отправляю тигра на просушку в духовку. Игрушки не должны соприкасаться друг с другом или с дном и стенками духовки, иначе останутся некрасивые пятна. Я отдаю предпочтение духовке, так как, во-первых, так запах лучше раскрывается и как бы запечатывается, а во-вторых, это самый быстрый вариант сушки. В микроволновке сушить такие игрушки я вам не рекомендую, так как есть риск, что наполнитель внутри игрушки начнет плавиться. Можно также воспользоваться феном или высушить игрушки, просто подвесив их в ванной, на кухне или на балконе. Но это, конечно же, займет побольше времени. Основа готова, можно переходить к росписи. Но сначала советую сделать набросок простым карандашом, чтобы было понятнее, что и где раскрашивать. Раскрашивать я буду, как и всегда, акриловыми красками. И удобнее работать плоской жесткой кистью. Краску нужно наносить в 2 слоя, так как основа у нас коричневого цвета. И первый слой акрила получится темноватым. Кстати, второй слой наносится намного проще и быстрее, чем первый. Только первому слою нужно обязательно дать время на просушку. Все цвета я стараюсь сделать сложными, то есть не беру готовый цвет, а смешиваю разные оттенки. Например, основной оранжевый цвет я смешала из оранжевой краски и желтой, причем размешиваю их не до однородного цвета, а чтобы оставались переходы от одного цвета к другому. В готовой работе такие переходы смотрятся намного интереснее, чем ровный цвет. Также я поступила и с майкой тигра, в белую краску добавила капельку голубой.
контуры лучче прорисовывать темно-коричневой краской, а чисто черной рисовать глазки, носик и добавлять акценты в тех местах, которые нужно подчеркнуть или выделить. Полоски тоже нарисовала не чисто коричневой краской, а смешала черный цвет с темно-коричневым. Мой итоговый образ – это всего лишь один из вариантов росписи. Таких тигров можно сделать в абсолютно любой одежде. Например, сделать из них представителей какой-то профессии – врача, полицейского или учителя. Можно добавить в лапки какие-то аксессуары – очки, телефон, рацию или что-то еще. В завершении на майке можно написать какое-то поздравление или пожелание. Кстати, аромат после нанесения акриловой краски никуда не исчезает, а скорее даже запечатывается на более длительный срок. Лаком покрывать такие игрушки не нужно. Акриловые краски и так после высыхания становятся прочными и водостойкими. Стирать, конечно, такие игрушки нельзя, но протереть влажной тряпочкой вполне можно. Думаю, вам понравится процесс создания таких игрушек, потому что он не только очень увлекательный, но и супер ароматный. Да и такой подарок можно сделать не только для себя, но и для любимого человека, друга или коллеги. Ну что ж, надеюсь, мой сегодняшний мастер-класс вам понравился. И если это так, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. Отдельная благодарность всем спонсорам моего канала и всем зрителям я желаю отличного настроения и творческих идей. До скорой встречи! Пока-пока!